Несколько лет назад, в 2019 году, жители Австралии решили вернуть к жизни старую идею, добавив к ней свежие изменения и актуализировав ее в современных реалиях. Они предложили использовать избыточные паводковые воды, которые поступают с севера, чтобы помочь засушливым регионам на западе и юге страны, где уровень водных ресурсов крайне низок. Этот план получил название нового проекта Брентфилда, который основывается на концепции, разработанной еще в 1930-х годах. Идея заключалась в том, чтобы поймать и аккумулировать паводковую воду с северных территорий и направить ее на юг и запад. Однако изначально этот проект так и не был реализован. На протяжении многих лет множество экспертов и ученых высказывали свои сомнения по поводу реальности осуществимости этого масштабного проекта. Считалось, что он слишком дорогой и сложный в строительстве, несмотря на его потенциальную способность помочь решить серьезные проблемы с нехваткой воды в засушливых частях Квинсленда. Оригинальная идея номинально появилась, когда инженер по имени Джон Брентфилд задумал забрать паводковые воды из рек Северного Квинсленда и направить их непосредственно к озеру Ири, которое считается одной из самых засушливых точек Австралии. Он планировал использовать дамбы, насосы, огромные трубы и даже тоннели для транспортировки этой воды через Великий водораздельный хребет, крупную горную цепь, простирающуюся по всей Австралии. Самая крупная дамба, согласно замыслам Брентфилда, должна была бы носить название «Врата Ада», и он хотел, чтобы ее высота в 2 раза превышала ту, что была запланирована изначально. Таким образом, насосы и сила тяжести должны были помочь перемещать воду через высокие горные массивы. Вода в конечном итоге должна была течь на юг и помочь орошать обширные сельскохозяйственные территории вокруг таких мест, как Хагент, который тоже нуждается в поддержке. Это не только могло бы изменить климат в этих регионах, увеличивая количество осадков, но и трансформировало бы сухие земли в процветающие зеленые фермы. В конечном итоге эта вода должна была достичь озера Ири, открыл новые возможности для превращения пустынных земель в области с зелеными насаждениями. Таким образом, Австралия могла бы значительно увеличить объемы производства продовольствия, продавать его в другие страны и создавать новые рабочие места, взглянув на перспективу развития экономики. Брентфилд надеялся, что этот участок может стать продовольственной чашей для всей страны, обеспечивая ее ресурсами и развитием на долгосрочную перспективу. Некоторое время люди активно обсуждали этот план, и многие восхищались его замыслом, полагая, что он способен изменить подходы к современному сельскому хозяйству. Ассоциации и мыслители даже верили, что сама природа уже задумала наполнить эту землю водой, а высохшие реки и озерные ложа лишь ждали своей очереди для использования. Говорили, что дожди идут на неправильную сторону гор, и реализация плана Брентфилда могла бы это исправить и принести пользу. Однако, когда власти начали исследовать эту амбициозную идею, они столкнулись с серьезными проблемами, которые требовали детального анализа и учета. Основная из них заключалась в высокой стоимости разработки, что ставило под сомнение финансирование такого крупного масштабного проекта. Более того, возникли и другие проблемы, как, например, нехватка ученых или инженеров, которые могли бы провести полноценное исследование. Земля в предложенных регионах оказалась слишком засушливой и трудной для ведения работ. Никто не был абсолютно уверен, что данный план вообще сработает. Например, сколько воды реально достигнет нужных мест назначения в конечной стадии. Кроме того, некоторые геометры и эксперты отмечали, что измерения Брентфилда оказались неверными, особенно в отношении высоты дамбы. В итоге в 1947 году проект был официально закрыт, однако с ним и мечты о его реализации, заявив, что даже если его осуществить, оно того не стоит. Например, во многих местах, даже в регионах, соседствующих с океаном, как, например, некоторые части Чили, по-прежнему остаются сухими и непригодными для ведения сельского хозяйства. Поэтому огромный водоем, возможно, не привел бы к увеличению количества дождей или к возможному улучшению климата,
как это изначально планировалось. В 2019 году одна политическая партия вновь подняла вопрос о реализации этой идеи с новой обновленной версией, названной новым проектом Брентфилда. Они хотели попытаться сделать это снова, однако с нововведениями и изменениями, чтобы улучшить работоспособность и увеличить шансы на успех. Их план предусматривал следующие шаги: забрать воду из рек Южный Джонстон, Талли, Херберт и Бердикан, а затем аккумулировать ее в крупной дамбе, которая будет носить название «Врата Ада». На этот раз они собирались запланировать дамбу в 2 раза выше, чем было в оригинальном плане. Это позволило бы использовать силу тяжести для естественного потока воды, а не полагаться на множество насосов для ее транспортировки, что значительно упростило бы процесс. Вода предполагалась для направления через специальные тоннели, используя силу тяжести для перемещения, подавая ее под горами и в реку Уорго на юге Квинсленда. Эта вода будет использоваться для роста сельскохозяйственных культур в засушливых местах, расположенных к югу и западу от Хагенда, в огромном пространстве, которое даже больше, чем остров Тасмания, в конечном итоге превращая его в удобную продовольственную чашу. Тем не менее, они не указали точные цифры о том, сколько будет стоить весь проект, но пообещали выделить $20 миллионов, чтобы Национальное научное агентство Австралии провело исследование и проверило, возможно ли осуществление данного плана или нет. Эти инновационные идеи на первый взгляд звучали многообещающе и привлекательно. Однако на протяжении более 80 лет множество экспертов повторяло: нет, это не будет работать и не получится. Почему? Брентфилд утверждал, что его проект обойдется в 40 миллионов фунтов стерлингов в далеком 1941 году, что на сегодняшний день эквивалентно примерно 3,2 миллиарда фунтов стерлингов по современным расчетам. Однако новая версия проекта, по предварительным оценкам, могла бы стоить более 15 миллиардов долларов и занять более 10 лет на строительство и реализацию. Также экологи и защитники природы выражали свою озабоченность в отношении данного проекта. Они подчеркивали, что забор воды из привычных источников может навредить как животным, так и растениям, потенциально способствуя распространению инвазивных видов флоры и фауны. Это может повлиять на реки и океаны, в которых обитают рыбы и другие животные, а также негативно сказаться на городах и бизнесах, находящихся на побережье и зависящих от этих природных водных потоков. Тем не менее, несмотря на все трудности, некоторые люди искренне верили в идею и считали ее достойной реализации, особенно для оказания практической помощи фермерам и решения проблем с нехваткой воды и засухами. Однако в 2022 году правительство решило прекратить попытки решить проблему засухи в Западном Квинсленде с помощью проекта Брентфилда. Эксперты рассмотрели план с разных сторон и пришли к выводу, что он просто не сработает, как бы идеалистично он ни выглядел. Проблема заключалась в том, что для реализации такого масштабного проекта во многих местах не хватало достаточного количества воды в течение всего года. Спорят данные, новая стоимость проекта превысила бы 30 миллиардов долларов США. Это совершенно колоссальная сумма, ведь за такие деньги можно было бы приобрести целый флот частных самолетов или роскошных яхт, а может быть даже и больше. Эксперты, в свою очередь, подчеркнули, что для того, чтобы эти расходы оправдали себя, потребовалось бы огромное количество воды, которая в действительности просто недоступна в нужных объемах на данный момент. Теперь, вместо того, чтобы реализовывать один большой проект, ведущие исследования специалисты предлагают рассмотреть возможность разработки меньших по масштабам проектов по обеспечению водоснабжения в непосредственной близости от тех мест, где дожди и водопады действительно существуют. Эти меньшие по масштабу проекты, называемые мини-сетями Брентфилда, должны будут активно развиваться в 4 подходящих местах вдоль побережья Квинсленда. Эти небольшие водные сети могли бы делиться ресурсами, когда в одном районе было больше дождей, а в другом – меньше. Другие ученые также обратили внимание на этот план, и они сошлись во мнении, что даже в самых идеальных условиях проект Брентфилда все равно вызывал бы проблемы и стоил бы слишком много.
Хотя проект мини-водных сеток выглядит гораздо более реалистичнее и осуществимо, исследования показывают, что засушливые участки на западе гор возможно справиться лучше без полноценной реализации всего проекта Брентфилда, учитывая, что существуют более простые и бюджетные способы решения вопросов о водоснабжении и поддержке сельского хозяйства. И это вопрос чрезвычайно актуальный, требующий решения в течение ближайшего времени. Австралия является одной из самых сухих стран на планете, по праву заняв место среди самых засушливых мест, где действительно проживают люди. Когда в стране случаются засухи, водные ресурсы становятся крайне ограниченными, что является катастрофой для фермеров, так как это означает, что они не могут вырастить достаточное количество продовольствия для обеспечения покупателей, что может вызвать серьезные социальные и экономические проблемы. В будущем, согласно прогнозам, засухи будут случаться чаще, и их последствия будут более серьезными и разрушительными. Именно поэтому крайне важно начать подготовку и принимать соответствующие меры уже сейчас. Эксперты работают над проектом, который называется «Миссия по устойчивости к засухе», пытаясь разобраться, каким образом можно наилучшим образом справляться с засухами в будущем, чтобы минимизировать их негативное воздействие на экономику и общество. Один из таких исследователей проанализировал, сколько на самом деле стоят засухи для Австралии и ее экономики. Его исследования показывают, что засухи могут нанести вред множеству вещей, начиная от сельского хозяйства и рабочих мест до городов, и даже всей страны, которая зависит от природных ресурсов. Когда не идет дождь долгое время, некоторые города становятся настолько уязвимыми, что могут оказаться на грани полного исчерпания запасов воды, что и называется днем 0. Это происходит, когда краны в домах людей просто отключаются из-за полного отсутствия воды в системе. В 2020 году в городе Стенторп в Квинсленде случился так называемый «День 0». Примерно 50 других городов также оказались под угрозой и могли повторить его судьбу. Когда это происходит, единственным способом обеспечения водными ресурсами становится доставка воды с помощью грузовиков, что очень дорого обходится местным жителям и органам власти. Стенторп каждый день нуждался в 20 грузовиках воды в течение целого года и полугода, что обошлось им приблизительно в $800 тысяч в месяц. В итоге они потратили более $14 миллионов лишь на то, чтобы иметь доступ к чистой воде. К счастью, вскоре пошли дожди, что позволило восстановить уровень крупных водоемов и реконструировать водоснабжение в этом районе. Тем не менее, органы власти продолжают работать над тем, чтобы найти эффективные способы предотвратить подобные ситуации в будущем. Они сосредоточены на том, чтобы гарантировать, что города будут готовы и преодолеть ситуации PHC, подобные этой, и никогда не испытают дефицита воды. Засуха влияет не только на запасы воды, но и может оказать серьезное влияние на здоровье людей. Когда все вокруг высыхает, растительность исчезает, а почва становится рыхлой. Затем ветер поднимает пыль и создает огромные пыльные бури, которые могут перемещаться на значительные расстояния, даже добираясь до таких крупных городов, как Сидней, подвергая их жителей рискам для здоровья. Так произошло в 2018 году, когда воздух стал настолько загрязненным, что детям, пожилым людям и тем, кто страдает от заболеваний дыхательной системы, приходилось принимать крайне осторожные меры. Пыль испортила некоторые урожаи, а также сделала различные продукты, включая фрукты, небезопасными для употребления в пищу, что стало основным аспектом для обсуждения и тревог на уровне общества. Вот и все на сегодня. Если вам стало интересно и полезно читать, ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями. А если хотите узнать больше, просто нажмите на эти видео и оставайтесь на связи с последними новостями и важной информацией.